Друзья, сегодня нарисуем сирень. В этом году она удивляет и радует своим пышным, буйным цветением и щедро дарит нам свой тонкий, нежный аромат. Сирень можно рисовать акварелью, гуашью, акриловыми красками, карандашом. Мы сегодня освоим один из способов рисования гуашью. Приготовьте художественные материалы. Нам нужна палитра, кисти, вода, карандаш, гуашь, хорошее настроение и вдохновение. На тонированном листе бумаги я намечаю веточку с тремя соцветиями пирамидальной формы. Простым карандашом очень легко намечаю, где будут соцветия, как будут располагаться листья. Соцветия очень похожи на пирамидки, на конусы. Светло-фиолетовым цветом заполняем соцветия сирени. Гуашь наносим плотно. Берем темно-фиолетовый цвет. Добавляем сиреневый. Экспериментируем с цветом. В нижней части каждого соцветия немножко затеняем, выкладываем фиолетовый, темно-синий тон, а верхняя часть будет более светлая, добавим белила. Краски смешиваются прямо на листе бумаги, разговаривают между собой и соединяются в необыкновенные, неповторимые сочетания. По краю, по контуру каждого соцветия мы пройдемся плоской кисточкой, оставим следы, не торопясь. Эти следы помогут нам придать соцветиям пушистость. Такой прием называется примакивание. Работайте не спеша, прогуляйтесь с кисточкой по контуру соцветий. Добавим на палитру белил, смешаем новые, более светлые оттенки сиреневого цвета и пропишем каждый цветочек отдельно. Цветы сирени очень простые, каждый состоит из 4 округлых лепестков. Но когда они собраны в дружное соцветие, образуется пушистая, душистая гроздь ароматных цветов. Сирень удивляет множеством и разнообразием оттенков. Можно встретить розовый, лиловый, пурпурный и фиолетовый, голубой и лавандовый, сине-фиолетовый, сиреневый. Очень много разных оттенков. Выкладываем на палитру коричневый, охру, зеленый, смешиваем и рисуем веточку. Соединяем соцветия, добавляем листья. Листья у сирени имеют очень характерную форму, напоминают форму сердечка и очень украшают этот прекрасный куст. Нарисуем листья. Они оживят нашу веточку сирени. Некоторые листья мы видим полностью, некоторые повернуты к нам в полоборота, и мы видим только половину листа, а есть такие, которые прячутся за соцветия. Затемненную часть листьев нарисуем темно-зелеными оттенками. Освещенную часть листвы изобразим светло-зеленым цветом, добавив желтый, белила. Смешаем краски на палитре, получим цвет молодой листвы. Весной, когда просыпается природа, можно наблюдать множество оттенков зеленого цвета. Он прячется в траве, в молодой листве деревьев, кустарников, цветов. Будьте наблюдательными, улавливайте тонкие нюансы, замечайте богатство цветов и оттенков в окружающей нас природе.
Весна щедро дарит нам свежие, сочные краски. Уточняем форму листьев, не спеша проработаем, углубим тень, добавим солнце в освещенную часть листвы. Родиной большинства видов сирени является Китай, но эта красавица давно покорила садоводов во многих странах мира. Существует огромное множество великолепных сортов. Сирень обладает каким-то магическим свойством, никого не оставляет равнодушным, пользуется популярностью и любовью во всем мире. Вернемся к нашим соцветиям. Смешаем белила, немножко добавим розового, фиолетового, сиреневого цвета и пропишем каждый цветочек. Не забудьте, что каждый цветочек состоит из 4 лепестков. Не спеша, потихоньку заполняем цветами всю гроздь. Сирень бывает простая, а бывает махровая. Посмотрите, какая красота! Природа-художница дарит нам многообразие форм, цветов и оттенков. Удивительно! Сирень можно рисовать разными способами, например, сжатой бумагой, штампиками, ватными палочками. Можно рисовать акварелью по-мокрому. Можно попробовать разные техники, разные способы. Это очень интересно. Пробуйте, пробуйте обязательно. Способ, который мы сегодня выбрали для работы, непростой. Он требует времени, терпения, усидчивости. Если вам трудно, вы можете нарисовать веточку с одним соцветием или разбейте свою работу на несколько этапов. Если устали, отдохните, отложите свое творчество и вернитесь позже, чтобы закончить начатое дело до конца. Посмотрите, какая получается пушистая веточка сирени. Белилами прорисуем светлые участки, нарисуем отдельные освещенные цветы. Тоненькой кисточкой нарисуем желтенькие серединки не в каждом цветке, а в некоторых. Остались последние нюансы, остались последние штрихи, и наша веточка готова. Надеемся, что вы работаете вместе с нами и что у вас обязательно все получится. Немножко терпения, внимания, старания, и у вас обязательно все выйдет. А сейчас мы приглашаем вас в студию «Живые краски». Посмотрите, как рисовали сирень наши художники. Вкусно пахнет. Должна быть немного зеленая, закрытые, раскрытые, небольшие такие штучки. Понятно. Фиолетовые, раскрытые лепестки по 4. Внутри они сиреневые, сверху и снаружи, ближе к кончикам, оно может быть другого цвета, более темного или светлого. В зависимости от того, насколько она раскрытая. Ничего где-то такие выводы. Да. А это я буду не ботаником. Немного подгрызанные листики разными букашками. Кто еще не смотрел?
Хотите нарисовать сирень? Время быстро летит, долгожданный май заканчивается. Мы приглашаем вас к творчеству. Рисуйте, творите вместе с нами. Не забывайте поддержать наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезным. Благодарим вас, друзья, за внимание. До новых встреч. До свидания.